Всем привет! Это мастер-класс от магазина Лентомания. Меня зовут Аня Сахно, и сегодня мы будем с вами вязать сумочку-ракушку. Моя сумочка имеет размеры 20 см в ширину, 20 см в высоту, и она примерно толщиной около 7 см. Такая пухлая сумочка получилась. Для вязания такой сумочки я использовала трикотажную пряжу Бисквит цвета какао. Также мне понадобился маркер для вязания и крючок 9 размера. В моем случае крючок фирмы Прым, серия Эргономик. Такой размер крючка я выбрала не случайно. С ним сумочка получится более объемной и пышной. Также я использовала фурнитуру на кожаной основе, полукольца и вот такую вот цепочку с кожаным плечиком цвета темно-коричневый. Все эти инструменты, трикотажную пряжу, крючки, кожаную фурнитуру вы можете выбрать на сайте lentomania.ru. Ссылка на магазин сейчас появится вот здесь. Также ссылку именно на эти товары я оставлю внизу видео. Мы отправляем заказы в любую точку России. Вы можете выбрать товар, и мы доставим его вам либо Почтой России, либо курьерскими компаниями СДЭК, Боксбери до пункта выдачи или прямо до квартиры. Для того, чтобы связать сумочку-ракушку, нам понадобится один моток трикотажной пряжи стандартной ширины 7-9 мм. В моем случае моточек цвета какао, производителя Бисквит. Я выбрала 9 крючок для вязания сумочки-ракушки не случайно. Обычно эта сумочка такого получается довольно воздушная, объемная, и чтобы она не держала строгую форму, при этом хорошо изгибалась, лучше взять крючок большего размера, чтобы этот узор, рисунок получился пышнее, как можно пышнее. Для начала мы набираем цепочку из 21 воздушной петли. Первую петельку вот эту тоже считаем. Сумочку-ракушку можно связать разного размера. Если моя сумочка покажется вам маловатой, то вы можете изначально набрать большее количество воздушных петелек, сделать эту цепочку длиннее. Но для этой сумочки необходимо, чтобы цепочка имела нечетное количество петелек. Это нужно для того, чтобы у вас образовывалась одна центральная петля, чтобы вы эту петлю центральную легко могли определить. У нас она будет 11-я, то есть 10 петелек мы будем с вами вязать просто столбиками без накида. Затем центральную 11-ю петельку мы будем утраивать, а потом снова 10 оставшихся петелек вязать столбиками без накида одинарными. Но для начала нам нужно сделать одну петлю для подъема, чтобы подняться на высоту столбиков без накида, чтобы поднять этот ряд. После того, как цепочка из воздушных петелек у вас связана, вы ее переворачиваете. Смотрите, как она выглядит с изнаночной стороны. У нее в центре каждой петли есть вот такая перемычка, стежок. В эту центральную перемычку нам нужно будет вкладывать крючок. Последнюю петельку, 22-ю, которую мы вязали для подъема, мы не провязываем, конечно, а пропускаем ее. Затем вкладываем крючок в следующую петлю, центральную перемычку. Вытягиваем петельку и провязываем 2 петли вместе. Таким образом мы вяжем с вами стандартные элементы, столбики без накида. И вяжем таких петелек 10 штук до тех пор, пока не дойдем до центральной 11 петли. Я связала 10 петелек. Нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь следующая 11-я петля должна быть провязана утроенной, то есть в одну и ту же перемычку мы будем 3 раза подряд вкладывать крючок и провязывать столбики без накида. 3 столбика без накида. 1, туда же вкладываем крючок. 2 и опять туда же вкладываем крючок. 3. Таким образом из одной петельки мы вывязали 3 петли. И центральную из этих 3 петелек мы должны будем сейчас отметить маркером. Это нам пригодится для того, чтобы понять, в какую петлю в следующем ряду вязать также утроение. Теперь эту центральную петельку я отмечаю маркером. И продолжаю вязать следующие 10 петелек просто одинарными столбиками без накида.
Крючок мы, конечно, продолжаем вкладывать в ту же самую перемычку. Делаем все одинаково. Итак, считаем вот эти 3 петельки, которые мы утраивали, закройте сразу рукой, чтобы не запутаться, что нам считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последнюю петлю 10 провязываем. Последнюю петлю лучше вложить крючок просто в самое большое отверстие, которое вы увидите. Вот оно. То есть у вас снизу должна остаться 1 перемычка, сверху 2 перемычки, если считать хвостик. Вот вы в это отверстие вкладываете крючок и провязываете тоже столбик без накида. Итак, первый ряд у нас уже связан. Дальше мы вяжем второй ряд. Для этого мы делаем столбик для подъема, петлю для подъема точнее, и переворачиваем ряд. Следующие 4 ряда мы будем вязать абсолютно одинаково по одинаковому принципу. Мы сделали уже петлю для подъема воздушную, и теперь, пропуская вот эту первую петельку, вкладываем крючок за заднюю стеночку петли. Не за обе стеночки петли, как мы обычно делаем, а за одну и за заднюю стеночку. И провязываем также точно столбик без накида. И вот так вот вкладываю крючок только за заднюю стеночку петли. Мы провязываем во все петли, которые не отмечены маркером, по одному столбику без накида. Как только мы доходим до петли, которая отмечена маркером, в эту петельку мы провязываем 3 столбика без накида, вкладываю крючок точно так же, только за заднюю стеночку петли. И затем не забывайте поменять положение маркера, то есть теперь у нас центральная петля вот эта. Все, следующие петельки провязываем по тому же принципу, только за заднюю стеночку петли. В каждую петельку по одному столбику без накида. Не забывайте провязывать последнюю стеночку ряда, последнюю петельку ряда. Делаем снова петлю для подъема, переворачиваем ряд, переворачиваем полотно. И следующие 3 ряда вяжем по такому же принципу. Вкладывая крючок за заднюю стеночку петли во все петли, не отмеченные маркером, по одному столбику без накида. В ту петлю, которая маркером отмечена, мы вяжем 3 столбика без накида. Я провязала 5 рядов таким образом. У меня получился вот такой уголок. И начиная с 6 ряда я буду вязать более плоскую часть сумочки. Для того, чтобы связать более плоскую часть сумочки, мне необходимо будет вязать в каждую петлю по одному столбику без накида, не делая при этом никаких прибавок, для того, чтобы вывязать плоское устойчивое донышко у сумочки и такую ровную часть нашей сумочки-ракушки. Вот так выглядит эта ровная часть после того, как вы свяжете несколько рядов без прибавок. Я провязала таким образом 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не делая никаких прибавок, просто в каждую петлю по одному столбику без накида. Начиная с 11 ряда мне нужно будет выполнить зеркально вот этот уголок, с которого мы с вами начинали вязание. И выполнять мы его будем с помощью убавок в том же самом месте, в самом центре нашей заготовки. Итак, я переворачиваю, делаю петлю для подъема для начала. Переворачиваю наше изделие. Провязываю 14 петелек.
Я провязала 13 столбиков без накида, без учета вот этой первой воздушной петли для подъема, которую мы провязываем. Теперь следующие 3 столбика, 14, 15 и 16, находятся прямо в центре нашей заготовки. И мы должны будем эти 3 столбика провязать вместе одной петлей. Сейчас мы наполовину провяжем каждый из этих столбиков. Наполовину это вот так. То есть вкладываем крючок в петлю, протягиваем ленту и оставляем на крючке. Затем вкладываем снова в следующую петлю, вытягиваем ленту и оставляем на крючке. У нас таким образом с вами получилось, что на крючке 4 петли. И теперь мы их будем все разом провязывать. Но я предлагаю сделать вот так. Самую крайнюю петлю протянуть через 2 средних петельки. И уже вот эти последние 2 петли провязать привычным способом. Просто вместе. Таким образом, просто убавка получится аккуратнее. После того, как мы провязали 3 петли вместе, мы продолжаем дальше вязать в каждую петлю по одному столбику без накида. И вяжем так до конца ряда. У вас должно получиться 13 петелек и 1 кромочная петля для того, чтобы все было симметрично. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и кромочная. Все верно. Далее мы делаем петлю для подъема. Переворачиваем изделие. И снова вяжем ряд с убавками. То есть теперь в каждом ряду в центре заготовки мы будем делать убавки, провязывая 3 петельки вместе. Так, на этот раз нам предстоит провязать 12 столбиков без накида, потому что с обеих сторон от средней петли у нас убавилось по одному столбику без накида. Наша сумочка снова будет принимать форму зауженную по бокам. Если не хотите считать, то очень просто определить место, в котором нужно делать прибавку. Вы видите прибавку, которую мы делали в предыдущем ряду. Вот она. Здесь видно, что такой комочек, как бы провязано несколько петелек. Соответственно, 2 боковые петельки по обе стороны от этой убавки нам нужно будет снова провязать вместе. Мы снова их провязываем наполовину. Способ такой же. Вкладываем крючок, вытягиваем ленту. Не провязываем их вместе. Снова вкладываем крючок, вытягиваем ленту, не провязываем. И вкладываем крючок, вытягиваем ленту. И у нас на крючке получается 4 петли. Первую вот эту петлю протягиваем через 2 средние петельки. Получаем 2 петли на крючке. И их стандартным способом провязываем. Помогите здесь, чтобы не было сильно большой дыры. И дальше провязываем оставшиеся петли. Здесь тоже нужно немножко помочь, чтобы сильно не вытянуть петельку. Дальше вяжем одинарными петельками до конца ряда. Должно получиться снова 12 петелек и кромочная. Таким образом мы вяжем зеркально до тех пор, пока у нас с вами не получится вот как с этой стороны 21 косичка. Вот с этого края у нас 21 косичка. И здесь у нас тоже должно быть столько убавок, чтобы в результате получилось 21 косичка или 21 петля. Убавки делаем симметрично тому, как мы делали прибавки, то есть в каждом ряду. После того, как я провязала 5 рядов с убавками, точно так же, как мы с вами вязали 5 рядов с прибавками в самом начале нашего изделия, я на последней петле обрезаю ниточку, оставляя хвостик довольно длинный, примерно 50 сантиметров. Вытягиваю эту нитку, этот хвостик буду сейчас использовать для того, чтобы сшить боковые части сумочки. Как вы можете догадаться,
вот эти части сумочки, самое начало, цепочка из воздушных петель, которые мы набирали. И самый последний ряд будет являться у нас боковыми частями, которые нам необходимо сейчас сшить. Точнее, даже связать. То есть я буду их связывать. Лицевой стороной сумочки, к слову, может быть любая сторона, они должны быть у вас абсолютно одинаковыми. Вы сейчас на данном этапе можете вывернуть сумочку этой стороной или изнаночной стороной, и выглядеть у вас должно все точно так же. Поэтому даже если вы сейчас начнете сшивать, как вам кажется, с лицевой стороны, то впоследствии, если вам не понравится, какой шов у вас получился, вы всегда можете вывернуть сумочку и сделать эту сторону изнаночной. Как я буду сшивать? Я буду вкладывать крючок в симметричные петельки, под косички, подобие стеночки петли, вот так вот. И с помощью соединительных петелек выполнять шов. Вот у меня нитка, которая у меня осталась после вязания последнего ряда. Я вкладываю крючок в самые крайние петельки. Протягиваю эту нитку, здесь важно затянуть немножко, чтобы вот эта петля не была слишком свободной. Затем вкладываю крючок во вторые петли от края, вытягиваю ленту и протягиваю одну петлю через другую петлю. Это и есть соединительная петля. Вам важно ее здесь будет не затянуть, потому что очень легко соединительные столбики затянуть, и тогда у вас шов будет стягивать всю сумочку некрасиво к бокам. Поэтому старайтесь вязать свободнее. Ну, не слишком тоже свободно, найдите золотую середину. Вкладываем крючок под третьи петельки, если считать от края. Снова вытягиваем довольно свободно ленту и протягиваем одну петлю через другую петлю свободненько. Этот шов выглядит как вот такие, опять же, косички. Если вы захотите убедиться, что все правильно делаете, если увидели косички, значит делаете все правильно. Вкладываем под следующие петельки, еще вот так покажу, вытягиваем петлю и одну петлю протягиваем через другую петлю, и они должны у вас свободно лежать. Продолжаем делать так до конца шва. В конце вытягиваем хвостик оставшийся, который у вас есть, и можно его спрятать с той стороны сумки, которую вы посчитаете изнаночной. То есть, если вам нравится, как выглядит сумка вот в этом варианте, то вы можете сделать уже эту часть сумочки лицевой. Значит, хвостик вам нужно будет вытянуть внутрь и спрятать между петельками с изнаночной стороны. Давайте посмотрим, как этот шов выглядит вот с этой стороны. Вот так он выглядит. Ну, мне, честно говоря, больше нравится, как выглядит шов как бы с изнаночной стороны, потому что здесь этот шов придает объем боковой части сумочки. И я оставлю эту сторону лицевой. Но для удобства сейчас выверну сумочку и вот этот вот хвостик спрячу между стеночками. Я это делаю либо с помощью иголки для трикотажной пряжи, либо с помощью крючка. Для начала я прокалываю крючком крайние стеночки петелек. Лучше делать поэтапно, не прокалывать сразу много, штуки 3 будет достаточно для одного захвата, так скажем. И затем через них протягиваю хвостик. Потом прокалываю следующие. Только смотрите за тем, чтобы это были прям совсем крайние стеночки, чтобы ваш хвостик не показался с лицевой стороны и не просвечивал с лицевой стороны изделия. Так, еще за 3 стеночки сейчас спрячу. И еще за 3. Если вы переживаете за то, что хвостик все-таки может показаться с лицевой стороны, а при стирке изделия он таки может показаться, лучше после того, как вы обрежете окончательно нитку, обрезать ее не совсем под корень, а оставить сантиметр где-то примерно,
И обыкновенными нитками под цвет изделия вот этот вот кончик слегка пришить к изнаночной части изделия нитками. Это будет такой стопроцентный вариант, аккуратный, чтобы избежать выглядывания кончика на лицевую сторону. Так, нам нужно таким же точно образом связать вторую часть сумочки боковую. Здесь можно было, кстати, оставить в начале довольно длинный хвостик, но я этого не сделала, не оставила, поэтому я буду сейчас сшивать ниткой от мотка. Во-первых, мне нужно опять вывернуть сумочку на изнаночную часть, чтобы швы были одинаковые. Так как я буду работать от мотка, я сейчас сразу же начало своей нитки для сшивания, хвостик проведу через изнаночные крайние петли. Я отрезала опять около 50-70 сантиметров трикотажной пряжи. Хвостик снова спрятала под крайними стеночками петелек. Здесь его опять же можно пришить нитками, чтобы закрепить точно. И начинаю сшивание. Так, еще вот сюда немножечко подведу поближе к началу шва. И здесь будем делать то же самое. Принцип сшивания будет тот же самый. Вкладывайте крючок под крайние петельки. И выполняйте шов с помощью соединительных петель. После того, как мы выполнили сшивание боковых частей сумочки, у нас уже получилась такая похожая на сумочку-ракушку вещь. И нам останется сейчас сверху добавить соединительных рядов, которые характерны для сумочки-ракушки. Такая полоса из соединительных столбиков очень красиво смотрится, если вы выберете какой-то другой цвет, сочетающийся с основным. Я буду выполнять эту полосочку таким же цветом, как я вязала все изделие, цветом какао. Буду начинать сбоку, чтобы место начала было меньше видно. Так, вот здесь вот прям начну с середины, там, где у нас шов. Представим, что здесь у нас петля вместо шва. Я вкладываю крючок под 2 стеночки, какие нашла, и вытягиваю первую петельку. В общем-то, смысл здесь вязания будет точно такой же принцип, как мы с вами сшивали края сумочки. То есть вкладываем поочередно под крайние петельки крючок и продеваем одну петлю через другую петлю, формируя таким образом косичку, вот такую. Вкладывать крючок перпендикулярно всему вязанию немного сложнее. Здесь нет таких ярко выраженных ясных косичек, поэтому вкладывайте просто из раза в раз под одинаковое количество петелек, чтобы у вас был ровный край. Сейчас объясню. Вот здесь вот в этом вот ряду у меня есть возможность вложить под 2 крайние петельки ряда, как будто под косичку. А вот в следующем ряду через один такой возможности нет, зато есть отверстие, напоминающее, как будто бы это петля. Я вкладываю крючок туда. Следующий под 2 стеночки. Здесь такого отверстия ярко выраженного нет, а в следующем уже есть. И вот таким образом я формирую первый ряд соединительных петелек. Делаем так, естественно, по всей окружности сумочки. В случае с обвязкой сумочки вы можете уже даже затягивать соединительные петельки, чтобы у вас произошло сужение сумочки кверху. Либо просто возьмите крючок меньшего размера, чем вы вязали, например, 6 или 5. Но в любом случае свободно лучше делать не надо. То есть делайте или с нормальным натяжением ниточки, или натягивайте нить сильнее. От того, насколько вы сильнее стянете вот эти вот ряды из соединительных петелек, будет зависеть, насколько ваша сумочка будет кверху немножечко сужена. Она за счет этих соединительных петелек сужается. Незначительно, конечно, но это будет видно в конце всей обвязки.
Далее я вяжу столбиками соединительными 5 рядов. Вяжу без соединения рядов, то есть по спирали. И как вы можете видеть, вкладываю крючок всегда за заднюю стеночку полупетли. Вот сюда вкладываю крючок и протягиваю одну петлю через другую. Таким образом у меня получаются вот такие вот косички. И я вяжу до тех пор, пока не окажусь над тем местом, где мы начали вязание первого ряда такими соединительными петельками. Как только я дошла до этого момента, я вытягиваю хвостик, протягиваю хвостик на изнаночную сторону сумочки и прячу его сквозь изнаночных петельки с обратной стороны сумочки. А место, где я закончила ряд, находится сбоку, и оно не будет бросаться в глаза. Вот такая сумочка у меня получилась. Для того, чтобы она закрывалась, вам необходимо будет выбрать какое-то закрывающее устройство. Предлагаю вам выбрать или вот такую магнитную застежку пришивную, например. Ее можно будет пришить внутрь сумочки, вот на это место. И она будет захлапываться. Либо можно выбрать также вот такой кожаный клапан, пришить его трикотажной пряжи к обратной стороне сумочки. Вот в это место. И в этом случае вам понадобится установить на клапан портфельный замок. Портфельный замок выбираете небольшого размера, и чтобы он был на винтиках, для того, чтобы он хорошо удерживался на кожаном элементе. Также вы можете выбрать специальную застежку для сумки-ракушки. Фотографию сейчас вот сюда размещу этой застежки. Ссылку на застежку вы можете посмотреть внизу видео. Ссылка будет прямо на сайт. Они есть разных цветов. Напоминаю, что я пришила еще все эти инструменты, фурнитуру и пряжу вы можете приобрести на сайте lentomania.ru. Сейчас ссылка на сайт будет в уголке экрана. Доставляем заказы абсолютно по всей России, Почтой России, СДЭКом, Боксбери, курьером и в пункты выдачи. А я желаю всем побольше трикотажной пряжи и красивых сумочек. Всем пока-пока!